Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков своего канала. Добро пожаловать! Заходите, гуляйте по каналу, смотрите видео, плейлисты. Я надеюсь, вам понравится. Лайкайте, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Обязательно подписывайтесь. Ну и, естественно же, комментируйте. А своим подписчикам и постоянным зрителям хочу сказать отдельное спасибо. Вы большие молодцы, у вас уже все классно получается. Мне уже приходят фотографии с работами, которые вы делаете по узорчикам, которые я показываю. Супер, классно. И цветовые решения, и модельки. Молодцы. Вы большие дизайнеры. Итак, а я же к вам с новым узором. Сегодня у нас будут это ниточки Yarnart Jeans. Классные ниточки для детских вещей. Это получается хлопок с акрилом, да, половинка на половинку. И крючок, который нам советуют производители, это 3,5 мм. Вот, пожалуйста, мы берем нашу рабочую лошадку 3,5 мм. Если есть желание, то можете посмотреть цвета. Это 89, нежно такая сиренька. Розовый это 18 цвет, ну и белый 62. Итак, свяжем. Давайте начнем с такого вот нежно-сиреневого цвета. Кто смотрел мои видео и знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. Но сегодня, чтобы у нас хорошо, красиво узорчик лег, да. Так вот, чтобы он красиво лег, нам нужно будет набрать 34 петельки. Угу. Итак, зафиксировали. Эту мы петельку не считаем в наборе, да? Просто петелька фиксации. И дальше 34 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Вот он, наш будущий образец. Угу. Итак, что делаем дальше? Повторяйте, потом поймете принцип узора. Для начала мы с вами должны будем набрать одну воздушную петельку подъема. Раз. Потом считаем от крючка вторую петельку. Раз, два. И во вторую петельку от крючка мы вводим крючочек и провязываем столбиком без накида. Дальше одна воздушная петля. И в цепочке мы пропускаем одну воздушную петельку и в следующую провязываем столбик без накида. Есть. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. А в цепочке пропускаем тоже 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И в шестую провязываем столбик без накида. И у нас вот так вот получилось с вами, получается, маленькая арочка, да, такая, и большая арочка. Маленькая петелька, большая петелька. И так мы будем с вами вязать до конца ряда. Одна воздушная петля, внизу пропустили в цепочке одну воздушную петлю. Следующая петелька, столбик без накида. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И в цепочке пропустили 5 петелек. Раз, два, три, 4, 5. И в шестую вяжем столбик без накида. То есть несложно, да? Вот, видите? Маленькая петелька, большая. Маленькая петелька, большая. Дальше опять делаем маленькую, маленькую, большую. И в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Давайте. Так, что делаем дальше? Дальше мы с вами делаем этой же ниточкой 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот в эту вот маленькую нашу вот арочку, да, мы делаем 4 столбика с накидом. Раз, два, три и 4. То есть обычные столбики с накидом. То есть такой вот у нас получается маленький веерочек. Так, дальше. Сделали одну воздушную петельку, накид. Вот эту вот большую нашу петлю мы пропускаем полностью и переходим к этой маленькой арочке. Так, и здесь провязываем аж 9 столбиков с накидом. Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот такой у нас большой веер. Угу. Дальше опять одна воздушная петелька,
полностью пропускаем вот эту большую нашу арку и в маленькой делаем опять то же самое. 9 столбиков с накидом. Понятно? Сделали 9 столбиков с накидом, пропустили большую вот эту арку, опять 9 столбиков с накидом. Так? Пропустили большую арку, а здесь я вас встречу. Здесь мы будем делать 4 всего столбика. Договорились? Давайте провяжите самостоятельно еще 2 большие арки. Ну, в моем случае 2 большие арки, да? У вас сколько был набор петелек? В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вот практически до конца довязала, да? Мы начинали с пол арочки, помните, да? Мы провязали всего лишь 4 столбика, и первые у нас были 3 петельки подъема. То же самое мы и заканчиваем. То есть вот нашу вот эту вот маленькую арочку мы провяжем всего лишь 4 столбика с накидом, а далее накид. И вот здесь у вас был столбик, да, воздушная петелька и столбик мы делали в начале. Мы вводим крючок и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, краешек у нас ровненький. Угу. Так. Но тут я хочу ввести новый цвет, поэтому я столбик буду провязывать не до конца. Новички, смотрите, кто уже знает, провязывайте самостоятельно. Я беру новую ниточку, и вот именно последние 2 петельки столбика я провязываю новым цветом. Далее у меня будет по узору 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. То есть сразу же провяжу, а потом подтянула сиреневенькую, подтянула вот эту вот нежно-розовенькую, поворот. Итак, смотрите. Теперь мы с вами будем вязать большие такие вот галочки, рогаточки, да. Смотрите, накид. Мы вводим крючок, вот у нас получается между веерочками воздушная петелька. Потом у нас было 5 воздушных петелек. Мы делали вот такие вот большие петельки, маленькие петельки, да. И самое основание. В общем, мы спускаемся к самому основанию. Тут у нас было с вами 5 петелек, поэтому мы считаем 3-ю петельку. 1, 2, 3. И в 3-ю петельку опускаемся. Вводим крючок, вытягиваем ниточку. Вот так вот ее подтягиваем. Так. И не провязываем. Еще раз. Накид. Сюда же ввели крючок, захватили все наши вот эти 3 ряда, получается. Протянули ниточку. И только теперь мы все провязываем. Так. Зафиксировали. 1 воздушная петля. Накид. И опять повторяем то же самое. Вводим крючок в первую цепочку, ну в цепочку, да, в первый ряд. Вытягиваем ниточку, не провязываем. Накид. Еще раз ввели в цепочку, в эту же петельку вытянули. Теперь все вместе провязали. Есть. И зафиксировали. Обязательно. Вот у нас вот такая получается красота. Что делаем дальше? Дальше мы делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем все то же самое. Накид. Вот у нас 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5 в цепочке. Мы к 3-й опускаемся, вытягиваем ниточку, подтягиваем ее, не провязываем. Накид. Еще раз опускаемся, вытягиваем ниточку, подтягиваем. И теперь провязываем все петельки вместе. Зафиксировали. Воздушная петля. Еще раз накид и сюда же вводим крючок, вытягиваем ниточку, накид, еще раз вводим крючок, вытягиваем ниточку. Все это вместе провязываем за один раз. Раз. И зафиксировали. Вот, у нас уже 2 вот такие вот галочки. Опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем то же самое в зависимости от того, сколько у вас здесь веерочков. То есть вот здесь мы сделаем, да, и в конце сделаем. Давайте довяжем до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Огонь. Давайте. Так, смотрите, что у нас получается. Красота, красотень. Итак, я здесь остановилась, то есть связала вот эту вот последнюю вот ножку галочки. И мы заканчиваем точно так же, как и начинали. А здесь у нас с вами было 4 воздушные петельки. Угу. То есть получается, 1 петелька была подъема и 3 петельки воздушные, которые находятся между галочками. Поэтому мы с вами делаем 3 петли. 1 воздушная, 2, 3. А заканчиваем вот в нашем последнем вот этом столбике, да, которые были 3 петельки подъема,
мы здесь провязываем столбик с накидом. Все. У нас все одинаково, получилось красиво. Что делаем дальше? Этой же ниточкой. Одна воздушная петелька, поворот, так. И здесь с вами сделаем сюда же столбик с накидом, так. И одна воздушная петля. Дальше накид. И теперь мы будем делать вот между, видите, в нашем большая рогаточка, вот в нее будем делать 9 столбиков с накидом. Раз, два, то есть обычные столбики. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть мы сейчас повторяем какой ряд? Вот такой же, который был с веерочками у нас, да, сиреневый. Итак, веерочек готов. Одна воздушная петля. И переходим опять вот к нашей этой большой рогатке. И провязываем здесь 9 опять столбиков с накидом. Не сложно? Я думаю, что этот ряд вообще не сложный. Давайте вы его провяжете самостоятельно. То есть вам необходимо будет в большие рогатки провязать по 9 столбиков с накидом. Так, вот пока получается так, дальше будет еще лучше. И провязываем до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Угу. Итак, в больших галочках, вот в этих рогаточках, провязываем по 9 столбиков с накидом. Давайте. Так, смотрите, вот такая вот получается красота. Согласитесь, да? И смотрите, здесь нам необходимо, например, да, вы уже решили, что вы будете заканчивать ваше вязание. Вот, провязали, да, вот наши вот эти вот большие рогаточки. В конце ряда делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же столбик без накида. Ну, предлагаю провязать столбиками без накида. Вы можете столбиками с накидом. В арочку столбик без накида. Получается непосредственно сама верхушка ножки рогатки, столбик без накида. Здесь получается у нас 5 воздушных петелек. Смотрите, раз, два столбика провязали, а третий столбик будем провязывать, и здесь мы будем захватывать пятый столбик. Раз, два, три, 4. Пятый взяли и вместе провязали. Опля. Дальше опять 2 столбика. Раз, два. Затем столбик в верхушку одной ножки рогатки. Так. Потом столбик непосредственно в центр нашей рогаточки. Столбик в верхушку другой ножки рогатки. И так далее. Опять 2 столбика. Там, где у нас были 5 воздушных петелек. Так. А третий провязываем, считаем 1, 2, 3, 4 в 5 столбик белого веерочка и так далее. Опять 2 столбика, и вот так вот мы с вами закончим наше вязание. Угу. А то оно будет у нас бесконечным. Давайте закончим до конца и покажем, что получается. Итак, смотрите, какая красота получается, да? Прикольненький. Прикольненький, нежненькие цвета, естественно же. Все аккуратненько. Смотрите, прелесть. Что это может быть? Ну, естественно же, может быть, что кофточка, кардиганчик, в зависимости от цветов, в зависимости от толщины ниточки, да? Тоненькая ниточка, это топичек, толстая ниточка, это может быть кардиганчик, снудик. Угу. Чехольчик может быть. Это все что угодно. На что фантазии хватит. Давайте замерим. Итак, мы набирали, получается, с вами 32 петельки. Если такая же плотность вязания, такой же крючок, такая же пряжа. Вот прям если все так же у вас совпадет, то это будет 18 сантиметров. Прикольно, да? Итак, давайте, смотрите, тут получается у нас по 2 ряда на один цвет, верно? Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну и тут получается, ну 7, да, тоже, да, тоже второй рядочек есть, 14. Получается 14 рядочков. Вязание, конечно, такое плотненькое. Ну, 9,5. Вот, видите? То есть, как бы еще не 10, но 9,5. Ну, естественно, наш узорчик сам по себе, смотрите, он такой плотненький. Естественно, он не тянется. То есть, смотрите, планируйте, что можно из него связать. Итак, я надеюсь, вам понравилось. Вяжите образцы, показывайте. Обязательно оставляйте комментарии, нажимайте лайк. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.